Друзья мои, всем привет! Что вы едите на ваше пособие? На что у вас хватает денег? Иногда задают такой вопрос. Свои закупки я тоже снимаю, тоже это буду выкладывать. И я сейчас покажу, на что обходится всем известные макароны, только сегодня по новому рецепту, так как я научилась готовить в Германии. Миллиард блюд из макарон, из пасты. Сегодня одно из них. И я уверена, что оно заслуживает вашего внимания. Я сейчас покажу, что я буду готовить и сколько это будет мне стоить. Так, первым делом ставлю на огонь кастрюлю с водой и сковородку. Берем любимую сковородку. В нелюбимой, как вы знаете, ничего никогда не получается. И у меня здесь 100 грамм говяжьего фарша. Готовлю не для себя, готовлю для внезапно желающих прийти гостей. Что мы делаем с говяжьим фаршем? А с говяжьим фаршем мы делаем следующее. Мы берем масло спрей. Вы берите, что хотите. Почему беру масло спрей? Потому что в пасту я еще буду масло добавлять, а жира много мне не надо. А это как бы экономно, и это я использую в своей диете, и я показывала, где я его купила. Это я заказывала еще на Тему. Не нарадуюсь. Так, в общем, 100 грамм фарша я отправляю на сковородку. И мне надо его пожарить без масла, без фанатизма. Нежно и с любовью, чтобы он был сочным. Конечно, я сделала ошибку. Нужно было нагреть сковородку, поэтому вы нагреете. Я уже положила как есть. Упс, стоп. И буду это жарить, тушить, чтобы оно было нежное и сочное. Блюдо очень быстрое, из разряда 5 минут, и я супер женщина. Я добавляю соль. В общем, соль. И сейчас буду показывать дальше. В общем, мясо шкварчит, фарш. Кстати, знаете, что хотела показать? Смотрите. У меня спрашивали тоже про всякие приправы, где я беру. Смотрите, вот что. Это у меня паприка. Мясо я буду готовить только черный перец, соль и паприка сладкая. Больше никаких я добавлять не буду. Вы добавляйте, что хотите. Вот в магазине Netto я беру вот такие вот большие упаковки. Не помню, сколько стоит. Я брала давно паприка. И вот удобно насыпать вот в такие свободные баночки. И вот такой черный перец с горошком я насыпаю вот в такую мельничку. Мельничку купила в турецком магазине. Вот эти две. Очень мне нравятся. В общем, мясо у нас зашкварчало. Соль. Черный перец. Паприку чуть позже добавлю. И делаем его, чтобы он был не одним куском. Ну, вы поняли. Делаем красиво. Не забываем, что этот рецепт быстрый, но подавать мы его будем эффектно. Поверьте. Просто всегда подавать нужно все эффектно, как получается. Паприка. Делаю маленький огонь, накрываю крышкой. К этой сковородке никогда ничего не прилипает. Я ее купила тоже в турецком магазине. Вот, я там целый набор кастрюль купила, сковородок, вот эти вот мельнички для соли и сахара. В общем, это я вам показала, убираю. Все удобно вот так насыпать и хранить. Это тоже, кстати, баночки у меня остаются от специй, которые я покупаю в турецком магазине. Это был, бутоны гвоздики были. Вот они освободились. Вот я новую такую купила упаковку. Я добавляю черный чай. Я вам покажу обязательно. Свои чаи я уже показывала. И еще буду показывать, как я делаю ароматные чаи со всякими специями. Если фарш суховатый, как у меня в данном случае, он не жирный, он суховатый, по чуть-чуть, буквально по 50 грамм, добавляем водичку. Нам не надо его дожаривать сильно, он должен быть сочный.
как бы вот так. И тушим его. Кстати, я вам показывала, вот в закупках купила вот такую штуку для печки. Мне понравилось. В общем, потому что даже когда я ее мыла, все равно оставался вот такой какой-то пятна, какие-то разводы. В общем, вот это мне понравилось. И я взяла еще и вот это тоже против калька. Мне тоже очень понравилось. Я не знаю, может вы знаете что-то более дешевое и эффективное. Это в магазине Netto я брала. Понравилось. Правда, я все делаю с вот этим уксусом. Я уже говорила, когда я работала на заводе Audi на кухне. Это когда я еще жила в лагере для беженцев. Кто не знает, посмотрите, там в моем видео я рассказывала. И девочки, профессионалы, которые в уборке профессионалы, они на работе показывали мне, как это все делается. Мы мыли все рабочие вот эти моющие, ну, готовочные поверхности, или как сказать, рабочие поверхности на кухне. Жир, все должно быть стерильно, все должно блестеть. Вот эта нержавеющая сталь, все должно блестеть. И везде, во все моющие добавлялся уксус. Ну, не такой, я вам сейчас покажу. Добавлялся вот такой обычный уксус почему-то. Я не знаю почему, он был в больших таких бутылках. Добавлялся вот этот уксус. Я взяла вот этот, я считаю, что, ну, раз он специально для уборки, значит, так тому и быть. Но на самом деле на заводе Audi, на кухне, профессиональной кухне, мы добавляли именно вот такой почему-то уксус. Не знаю, может другого не было. Так, тем временем вот такую пасту я возьму. Здесь у меня грамм 250. Да, 250 грамм, 245, в общем 240 грамм. Так, в этот фарш я добавлю также 1 чайную ложку вот такой паприка марк. Паприка марк это паста из паприки, из сладкого перца. Моя вода выпрыгивает. Из сладкого перца она mild, то есть средней остроты. Если написано шарф, имейте в виду, будет острая. У меня mild. Так, я сейчас это размешиваю и продолжаю это мясо, так сказать, сочненько тушить. Оно вот такого красного цвета должно получиться. Как всегда, обычным способом, как все, делаю эту пасту. Пасту берите вообще любую. Но для этого блюда, если честно, спагетти, я не знаю, подойдет или нет. Я думаю, что нет. Сейчас я помешаю сразу. Почему я так считаю? Потому что, в общем, я считаю, что для этого блюда лучше брать пасту не длинную, не спагетти, а вы берите любую, попробуйте. Вот смотрите, кстати, у меня спрашивали, что вот эти вот буквы означают. И насколько я знаю, буква А означает это самый как бы полезный, ну то есть самое полезное, то есть это что это полезно по нутриентам, наверное. Вот, кто знает лучше меня, напишите, пожалуйста, в комментариях. А если я узнаю об этом подробнее, я вам, конечно же, расскажу. Вот, обратите внимание, в Германии на всех продуктах вот такая маркировка есть. А, Б, С, Д, Е. И я так понимаю, что это от полезности продукта зависит. Пасту варим обычным способом, мясо тушится. Все. Ага, тем временем не теряем время зря. Потому что гости, они такие, они приходят всегда. Значит, у меня здесь пол-литра йогурта 10%. Я из него выпечку делала, и вот у меня осталось 10% йогурт. Очень вкусный. Так, я добавляю сюда чеснок. У меня здесь уже есть ложечка. И чеснока я добавляю, наверное, вот чайную ложечку. Я добавляю сюда соль. По вкусу будем пробовать. Все это перемешиваю. Делаю такой чесночный соус, чесночный йогурт. Поверьте, это будет очень вкусно. И мы красиво это все подадим. Все, это отставляем в сторонку, нам понадобится попозже.
А подавать я буду вот в такой стеклянной форме. В этой форме блюдо выглядит более эффектно. Блюдо простое, можно сказать копеечное, но мы подадим его так, что не стыдно подать гостям. Наша паста готова. И теперь смотрите, как я буду делать. Сначала я выложу вот этот соус, который я сделала из чеснока. Ну, вернее, йогурт 10%. Вообще берите любой. Чеснок и соль. Все, вот так распределяем. Теперь кое-что важное я забыла. В мясо, сюда в фарш я добавлю сливочное масло, так, чтобы оно растворилось. На глаз, сколько хотите. Видите, от паприки оно такое красненькое. И вот это сливочное масло. Сейчас вы увидите, что я буду делать. Пока наше масло распускается, я вам сейчас покажу, как я дальше буду делать. И я перемешиваю макароны с вот этим йогуртовым чесночным соусом. Это неимоверно пахнет вкусно. Это просто невероятно, честно. Блюдо очень простое, бюджетное, но очень эффектное. То, что нам нужно. Теперь наше масло. Нам не надо, чтобы оно горело, ни в коем случае. Мы красиво распределяем не масло, а как бы фарш. Фарша немножко, у нас 100 грамм. Ну, мы живем на пособии, как умеем. Ни капельки не должно пропасть. Все до капельки, вот эти вкусные капельки масла с паприкой. Все. Делаем красиво, делаем эффектно, делаем с любовью. Вы только посмотрите, какое красивое и эффектное блюдо у нас с вами получилось. И при этом оно подходит и на каждый день, и для гостей. А приготовление оказалось очень бюджетным. Всего несколько ингредиентов, и у нас получилось чуть больше 3 евро. Все свои закупки я тоже показываю, ссылка внизу в описании. И самое главное, это блюдо красиво подать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, кто подписался, кто поставил лайк. Девочки мои, оставайтесь со мной, я показываю свою жизнь в Германии и рассказываю все как есть. Берегите себя, своих близких. Всем пока-пока.